Вещи из мусора. Это легкая ирония. Всем привет, с вами Галя Карен, и сегодня у меня для вас необычное видео. Барселона – это не только архитектура и искусство, но также это одна из модных столиц Европы. Если Луи Виттон и Шанель, люксовые бренды, известны всем, так же как и бренд Zara, то средний сегмент как раз и формирует порой очень интересные стили. Сегодня я хочу вам рассказать про 5 испанских брендов. Также под небольшими видео я получала очень много комментариев и обещала сделать вам большое видео. Вот как раз сегодня тот самый момент. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментарии и погнали! В Испании есть одно очень интересное сочетание. С одной стороны строгость, сложный крой и философия, с другой стороны умопомрачительные, яркие сочетания. И самое интересное, что за этим стоят родственники. И первый мой бренд, о котором я хочу рассказать, это Адольфо Домингес. Один из ведущих брендов Испании этого сегмента. Этот бренд появился в 70-е и 80-е годы и фактически перевернул испанскую моду. Это сейчас для нас очевидно, что мода должна быть удобной, а тогда это была целая революция. Адольфо Домингес – это сложные, стройные силуэты, архитектурный крой, также очень красивые, но простые сочетания. И его слоган «La arruga es bella», что значит «складки – это красиво». И сейчас это не про то, что, как бы, между прочим, ты вытащил одежду из шкафа и так и пошел. Это целая философия, что это нормально, красиво и удобно. Он первым ввел такие ткани, как лен. Я обожаю его обувь, его аксессуары. И вообще, Адольфо Домингес – это основа базового гардероба. А сейчас мы поговорим о других его родственниках. Бимба и Лола. И этот бренд основали племянницы Адольфо Домингеса Мария и Укси. Бимба и Лола – имя выбрано не случайно, это собачки дизайнеров. Поэтому сам бренд – это легкая ирония, игривость, свобода. Бренд основан в 2005 году и моментально стал популярным и узнаваемым. В отличие от строгого минимализма дяди, у племянниц это яркие аксессуары, яркие платки и очень много игривости и свободы. Что здесь хорошо? Сумки с узнаваемым брендом. Очень яркие аксессуары, которые сразу же вас выделят из толпы. Но есть такая рекомендация, что лучше добавлять один яркий аксессуар. Следующий бренд Massimo Dutti. Это тихий люкс из Барселоны. Бренд был задуман в 1985 году и вначале включал только мужскую линию. Это чувствуется в линии одежды. Строгость, внимание к деталям, четкость. Позже добавилась женская линия, но логика осталась той же. Это не мода ради моды, это структура. Самое интересное, есть некий парадокс, что бренд принадлежит компании Inditex, той же, что и Zara. Но здесь уже присутствует совершенно другой стиль мышления. На самом деле этот бренд уже что-то среднее между масс-маркетом и люксом, потому что делается упор на ткани. Шерсть, кашемир, кожа. Вещи очень часто выглядят дороже, чем они есть на самом деле. Почему я стою здесь? В магазине на Пасео де Грассе вот есть такая симпатичная веранда с керамикой. Massimo Dutti – это идеальная база для гардероба, на него хорошо накладываются яркие вещи, такие как, например, Бимба и Лола. Scalpers. Это стиль новой испанской элиты. Бренд был основан в 2007 году герцогом и его друзьями. И это сразу задало тон, что это бренд для своих, бренд для
тех людей, которые хотят одеваться не массово. Но здесь нет пижонства и демонстрации. Это скорее легкая ирония и раскрепощенность. Даже их логотип череп — это не агрессия, это как раз легкая ирония. Бренд стал известен своим джет-сетом. То есть это бренд был для людей, тех, кто занимается спортом, много работает, не офисно и живет между городами. Кстати, надо сказать, что изначально это был чисто мужской бренд, но позже сюда добавились женская линия, детская линия и лайфстайл. Сейчас хорошо разбавлять этим брендом более строгие вещи. То есть, так сказать, добавить немножко иронии и легкой свободы. Интересно, что женская линия Scalpers появилась только в 2018 году. И это чувствуется. Бренд очень долго оставался исключительно мужским. Поэтому в женской коллекции сохранились элементы мужского тейлоринг. Хорошие жакеты, расслабленные рубашки, smart casual и ощущение внутренней свободы. Ну и, конечно же, игра цвета. Очень цветные коллекции. Это не про слишком нарядную моду, а про уверенную современную женщину с легкой средиземноморской эстетикой. И действительно, бренд Scalpers очень отличается от многих других женских брендов. Здесь есть элегантность, нет вот этой нарочитой расслабленности, порой неряшливости. Стоит посмотреть. И, пожалуй, один из самых необычных брендов — Эко-Альф. Это бренд, созданный из мусора. Его создал Хавьер Гоенечи в 2009 году не из желания делать моду, а из раздражения тем, что индустрия разрушает планету. Это вещи созданы из переработанного пластика, из сетей, из мусора. Вначале в это никто не верил. Как? Кто будет носить вещи из мусора? Но на самом деле он позиционируется как вещи премиум-класса, что из отходов тоже можно быть модным. Сейчас это один из уважаемых брендов Европы, потому что у него есть не только красота, но у него есть также и позиция. То есть вещи — это простота, красота, чистота. Главный лозунг: у нас нет планеты Б. Кстати, в этом бренде создаются собственные ткани, и вещи можно потом еще раз переработать. Но вот, если честно, на ощупь, на самом деле, как будто это действительно что-то хлопковое. Ну, если честно, все выглядит очень круто и дорого. Конечно, это не все испанские бренды, но я выбрала 5, о которых мне хотелось рассказать. Пишите свои комментарии, возможно, мне стоит углубиться в тему, рассказать еще. Вообще, я провожу экскурсии по Барселоне, и это связано с историей искусства и архитектуры, но бренды, одежда — это также очень интересно. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо тем, кто уже подписался, вы помогаете ему расти, ставьте лайки. С вами Галя Карен. Пока-пока, до новых встреч!